1, 0. Ignition, liftoff. 10 for 5, aim high. Go Falcon, go Dragon. Запуск Crew Dragon, несомненно, историческое событие. Ведь это первый в истории пилотируемый полет к МКС, осуществленный частной космической компанией. И после успешной стыковки Crew Dragon с МКС остается только гадать, с каким размахом развернется дальнейшая космическая деятельность. Впрочем, Crew Dragon уже летал к МКС. В марте 2019 года был совершен испытательный автоматический полет корабля, целью которого была доставка на станцию различных грузов. Но в этот раз ставки были гораздо выше, ведь на борту Crew Dragon находились два американских астронавта. И это был значимый этап команд SpaceX и NASA на пути к дальнейшим перспективам. Следующим этапом SpaceX и NASA будет ввод в эксплуатацию Crew Dragon и становление регулярной доставки астронавтов на МКС, начиная с миссии Crew-1, которая запланирована на осень 2020 года. По данным СМИ, НАСА готова продолжать использовать и российские ракетоносители, но только на бартерной основе. Взамен чего российские астронавты смогут использовать для полетов Crew Dragon на взаимной бесплатной основе. Но какие перспективы последуют после всего этого? Как быстро и куда будет развиваться космическая деятельность в лице Илона Маска? Думаю, что максимально точно ответить на этот вопрос сможет только сам глава компании. Еще в сентябре 2019 года на презентации Маск рассказал о планах развития проекта Starship. По его словам, одна из основных целей Starship является его пилотируемый запуск для освоения Луны и Марса, который в перспективе дополнит, а вероятно заменит Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon. Благодаря тому, что ускоритель и корабль можно будет использовать многоразово, это значительно удешевит полеты, а первый экипаж сможет взлететь на Starship уже в 2022 году. Собственно, сам прототип корабля успешно должен протестироваться с выходом на околоземную орбиту уже к середине 2021. Кстати, совсем недавно НАСА предоставила SpaceX лицензию на совершение полетов для Starship. Но несмотря на красочные планы Илона Маска, все же под завесой перспектив скрывается уже не первый неудачный тест прототипа Starship. Так, прототип SN3 разорвался на куски при огневых испытаниях в апреле 2020 года. Но после работы над ошибками SpaceX решила проблему, и 6 мая двигатель Raptor на прототипе прошел огневые испытания. Далее SpaceX планирует запустить прототип SN5 в полет на несколько километров. И это еще не все трудности, с которыми Илон Маск столкнулся. Впереди еще куда серьезные препятствия, как технические, так и юридические. Часть юридических разбирательств – это так называемое космическое право, порожденное во времена космической гонки США и СССР. Тогда было подготовлено 5 соглашений, в частности, соглашение об открытом космосе от 1967 года. Его главным принципом стал отказ государств от притязаний на любые космические тела. Но как же быть частником, который не относится к государственным корпорациям, такими как НАСА и Роскосмос? Тут все сложилось еще интереснее. Еще в 1980 году Деннис Хоуп законно присвоил себе все космические тела Солнечной системы, найдя лазейку в соглашении, позволяющей частнику оформить право собственности на космические тела, после чего он уведомил об этом ООН и позже выиграл ряд судебных заседаний по оспорению его прав. К слову, ООН также не смогла ввести изменения в соглашение о запрете присвоения и частникам, так как не набрала и 10% одобрений от стран. Как это повлияет на перспективы по добыче ресурсов, градостроении, Маском и другими частными компаниями на Луне и Марсе, неизвестно. Но нам известно о том, что ведь когда-то Джек Шмидт предлагал добывать гелий-3, обнаруженный якобы на полюсах Луны. Тем самым это помогло бы обустроить долговечную заправочную станцию на орбите Луны для Starship. Ведь доставлять постоянно на орбитальную заправку 1000 тонн топлива с Земли до сих пор безумно дорого. К слову, в компанию по добыче ресурсов с космических тел, главой которой является Эрик Шмидт, инвестируют такие миллионеры, как Джеймс Кэмерон и Ларри Пейдж. Но может ли вообще частная компания претендовать на добывающее и коммерческое использование какого-либо космического тела? До сих пор является предметом дискуссии. Ведь в 2015 году власти США разрешили частным лицам использование неживых космических объектов, включая воду и минералы. Но не все юристы поддержали закон, так как они считают, что он нарушает соглашение об открытом космосе от 1967 года.
О том, как НАСА и Илон Маск решат все эти вопросы, думаю, мы узнаем в ближайшем будущем. Но мы точно знаем, что Маск уже работает над перспективой освоения Луны и Марса и продолжает усердно работать над проектами Crew Dragon, Falcon Heavy, Starlink и Starship. Ведь впереди еще гигантская работа над проектами космотуризма, возведения орбитальной заправочной станции и так далее. Но по моему мнению, если наблюдать за тем, как широко шагает Маск, то мы с вами точно будем свидетелями всех этих грандиознейших событий. Я искренне надеюсь, что данный видеоролик для вас был максимально интересен и открыл для вас что-то новое. Обязательно оставляйте свои мысли в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Для меня это служит большой мотивацией.